находимся в городе Несебр. На прогулку вышли поздним вечером. Не успели, к сожалению, приехать сюда на закате. Очень долго собирались. Такие вот личности. Это зазывало, говорят. У нас час. У нас не ограничения нет. Платная парковка на побережье стоит 2 лева в час. 4 лева в 2 часа. Посмотрите, какие болгары находчивые люди. Это вентилятор, который дует водой, влажным воздухом. Городочек маленький, очень красивый, подсвечивается. Вот вечером здесь прогуляться одно удовольствие. Яхт-пристань. Сейчас покажу. Его видно с того берега. А мы живем, вон сопки, видишь, светятся. Такие вот ресторанчики. Здесь куча ресторанов, очень много. Так что и кухня вся разная, на любой вкус. Что хотите? Италия, Япония, Азия, Япония, говорю. Все что угодно. Солнышко, как тебе? Супер. Что можешь рассказать про этот город? Ты тут уже второй раз находишься. Как тебе впечатление, когда ты приезжаешь сюда второй раз? Мне нравится этот город в не сезон, когда мало людей. Ты ходишь, бродишь по этим улочкам совершенно один и расслабляешься. Как? А если сравнить с городом Стамбулом в Турции? Это небо и земля. С той стороны, с которой видел он это. На самом деле это все по-другому. Смотря где выйти. Ну, короче, Стамбул меня тоже не впечатлил. Но он меня не впечатлил, потому что мы приехали туда, наверное, не с целью попутешествовать, посмотреть достопримечательности, просто погулять в расслабухе по городу, не знаю, попить шампанского. А мы приехали и просто как бешеные. Так, надо найти жилье, надо решать что-то с ВНЖ, с визой там и так далее. И плюсом, ну, вот эти вот пробки, то, что людей много, кипиш какой-то вечный, все это друг на друга накладывается, и поэтому Стамбул для нас оказался таким, как сказать, По типу большой Москвы, если понаедет еще там процентов 20 от всего населения мигрантов, вот этот Стамбул. Короче, в Москве и так уже дышать нечем, представляете? А если добавить туда еще столько же, Вот не столько руины же, а еще в 3 раза его увеличить, то это Стамбул. Вот это вот все, друзья, старый город. Я так понимаю, что это все раскапывали, да? Ну да. Вот это вот раньше было. Колесницы, там все дела. Вот так вот выглядел старый город Несебр. Мы вот главном входе. Вот я сейчас вам показывала вот эти руины. Ну вот, друзья, дошли до итальянского ресторана. Смотрите цены. Вот, допустим, пицца, я так понимаю, все по одной цене. Делится только на 30 сантиметров, это 500 грамм, даже ничего не делится. Получается 30 сантиметров пицца, 500 грамм, стоит 15 лев. Вот так передвигаешься по улочке, куча магазинов всяких разных, ну, по типу товары из Китая, наверное, я не знаю. Handmade вон. Тут же машины вот ездят, смотрите. Прогулочная зона, так сказать, по высшему уровню. Продают вот такие вот сигареты. Сигары.
Мальборо. Размерчик типа. Ракушки. Всякие приблуды из ракушек. Смотрите, нам показывают очень красивую улочку. Златные места. Да. Ваши гиды вам такого не покажут. Кто гиды? Ой, гиды вам. Гиды. Ваши гиды вам такого не покажут. Посмотрите. Только по блату. Бокс. Очень даже прикольная улочка. Флаги обязательно. Болгария. Forever. Все, прямо, направо? Я на самом деле так наелся. Но. Есть маленькое но. Сувенир. Карета. Товары из кожи. Смотрите, какой огромный ассортимент. Посмотрите. Ой, вообще замечательно. Вот классные вообще рюкзачки, сумочки всякие. Блин, это прям для меня отдел. Мне нравится такая хрень. Тапочки. Офигеть. Смотрите, какой сумок. Сколько? 30 лев? 30 лев. Вот такие тапочки. 1000 рублей. Ну, что-то как-то по сравнению с Турцией дороговато, да? О, круто. Шапочки такие. Для тех, кто любит снимать тиктоки, инстаграм, все дела. Кончики есть наверху. Очень милые балкончики сверху, посмотрите. Ой, вообще, я прям влюбляюсь в эти улочки. Очень кайф, да, какой? Ресторанчик. Давайте цены посмотрим. Ставьте на паузу, короче, смотрите. Десерты. Что-то похожее на турецкие десерты. Смотрите, не протертая витрина. Из болгар не заморачиваются просто. Какими еще раз? Да, не знаю. Творчество. Ой, вообще. Ой, хотите посмотреть на этот вид? Развалины. Где вы еще такое увидите? Скажите. Сейчас еще покажу. Обалдеть, представляете? Это старый город. Как сохранили. Давайте чуть-чуть задержусь.
Офигеть. Я просто в шоке. Записываю второй раз. Что первый на моем телефоне закончилась память. iPhone 128 гигов. Не делайте моих ошибок. Посмотрите на эти масштабы. Все фоткаются, как обычно. Эти колонны еще держатся. Скорее всего, их уже подмазывали. Реставрировали. Серега, 1,92 м. Посмотрите на эти масштабы. Какая большая арка. Я верю в теорию, что раньше люди были высокие, очень высокие. Поэтому строили вот такие вот большие высокие арки. Да, солнце? Да. Вот. Сейчас дойдем вот до этого масштабного строения. Вот, посмотрите, люди какие маленькие. И вот такая большая полусфера. И все держится. Я вот в этом шоке. Вот такие трещины, конечно, иногда страшно. Я бы туда, наверное, не зашла внутрь. Хотя здесь тоже очень опасно. Ну что, пошли? Да. Второй раз записала? Да. Можно идти дальше. Смотрите, какие красивые фонарики продают. Очень все обалденно вообще. Посмотрите, что за красота. Платки. На подушке эти наволочки. Вот такие вот сумочки, смотрите. Очень оригинально. Можете смело приходить покупать. Обалдеть. Короче, это магазин для меня. Бокалы. Смотрите. Очень интересно. А вот эти вот чашечки очень любят в этом магазине. Подошли, сказали, что нельзя снимать, к сожалению. Но я вам успела немножко заснять контентика. Вот тут есть такой маленький магазинчик неприметный. Кстати, ценник не очень высокий. Допустим, мороженое есть за лев и 50 стотинок. 1 лев, 35 рублей можете умножать, если со всякими конвертациями. Всякие напиточки вот такие вот. Вот типа сока что-то или компота, что-то лев 20. Всякие швепс, пинк лев 80. Пиво тут продается. Всякие сухарики там. Ну что, есть шампанское? Там вино. Только вино? Да, там только вино. Улочки, красивые улочки. Куда нравится, туда идите. Да, иди куда нравится. Очки. Туалет. Ой. They have this like Мечта всех русских детей. Сумочки с попыт. Попыт. О, здесь спокойно. А это что такое? Скатерть. Скатерть? Реально? Они этим пользуются? Короче, еды тут немерено. Какие-то из дерева, всякие вот такие вот штуки. Смотрите. Обалдеть. Это же нужно сидеть над этой работой вечность, мне кажется. Это такая кропотливая работа, ручная. Вот еще.
Ой. Такой ресторан не прекращается. Ну вот они очень красиво делают, вот так вот зелено все сверху. И это, по-моему, живое растение, да? Да, Похоже на живое. Живые везде растения, в общем. Вот такие вот территории украшают предресторанные. вот, слева уже море. Что тут? Море. А, уже море здесь. А вот эти вот столики, вы не поверите, за ними сразу море. Сейчас пойдем обратно и покажу самую русскую улицу. О, супер. Вот здесь море, ребята. Видно вам, нет? Но нам чувствуется очень сильно. А вот отблески на воде. Там, да. Посмотрите, идем на самую узкую улицу в Несебре. Именно в Несебре. Говорят. Я не помещаюсь. Такая полочка. И тут она заканчивается. Ну, в общем-то, вот так вот. А, Ну да, после пандемии, да? вот здесь море. А вы здесь ели самое вкусное блюдо, какое было? Не видно уже. Обалдеть. Вот в Несебре вообще все подсвечено. Я думаю, вечером прогуляться здесь одно удовольствие, как бы. Вернее, я не думаю, а уже прочувствовала это на себе. Но вот если приехать сюда днем, говорят, что будут совершенно иные ощущения, тоже крутые, но немножко другие. Так что нужно здесь прогуляться и вечером, и днем. Лучше всего приезжать где-то на 2 дня, встречать рассветы, провожать закаты. Потому что Вот Я такой что-то вот помню. ресторанчик. мы единственное в морском, да, были ресторане. Красота. Вы, наверное, смотрите видео и постоянно слышите: ой, как красиво, ой, как прекрасно. Ну, простите, не могу сдерживать эмоции. Ой, вам точно нужно здесь побывать. Если выбирать между Турцией и Болгарией, ребята, какая нафиг Турция? Болгария, forever, солнечная. Здесь, кстати, намного комфортнее. Намного. Но в Каш, в город, мы в Турцию все равно вернемся, посмотрим. Говорят, европейский город. Там много европейцев, американцев. Вот и проверим заодно, какая там атмосфера. Можете посмотреть, люди красивенько сидят, аккуратненько. Чувствовали бы, какие тут запахи ужасные, канализационные. Но люди сидят, кайфуют. Ой, очень приятно прогуляться. Ну вот, друзья, здесь должна быть классная, красивая смотровая, но вечер, ничего практически не видно. Но можно насладиться запахом моря. Ну и вообще просто приятненько. Вот это тоже, кстати, вид. Но днем тут превосходно. Так что вот днем не забудьте здесь тоже прогуляться. Так же, как и вечером.
И снова магазинчики. Много-много магазинчиков. Ну и рестораны, как без них. Люди отдыхают. Все рестораны, кстати, переполненные. Но сегодня четверг, даже не пятница. Ёпс, туды. Привет. Чуть-чуть забрались вот в такое небольшое мини-строение. Тут сделали мини-городочек такой, жилой комплекс, сделанный под старину, как видите, но немножко в стиле хай-тек, чтобы не отклоняться от самого старого города, от архитектуры. Сделали что-то приближенное. И вот такой вот вид отсюда открывается. Какая красота. Вот здесь яхты, катамараны. Кстати, вот так вот можно вот снять яхту и катер, посидеть вечером, поужинать. Куда пойдем? Папа говорит, ну снимай. Снимаю. Вот и снимаю. Покажу вам людей, которые сидят, кушают, наслаждаются жизнью. Они, наверное, смотрят на камеру и думают, какого хрена ты снимаешь? А я снимаю. О, вижу уже красивый вид. Короче, кучу смотровых несебры. Даже, может, за день. Ну, за день можно обойти. Ну, с учетом того, что останавливаться, там, присесть, покушать, попить что-то вкусненькое, отдохнуть, расслабиться, потом дальше идти гулять. Наверное, да, за сутки можно несебры обойти. Ну, так, не спеша. Я так понимаю, здесь вы можете прийти и как раз таки снять эту яхту, на которой можно поужинать, переночевать. Просто вот не отходя, так сказать, от берега и от кассы. О, уже ничего тут не видно. Но вы просто так на видео не поймете и не ощутите вот эту вот всю красоту. Кайф. Так, мы нашли улицу еще уже той. На вершине. Среди руин, вот с такими видами. Вот. Тут вообще капец. Понятно. Бочком, походу, надо проходить. Бочком. В шикарных, красивых платьях лучше не ходить. И своих любимых в шикарных платьях не водить. Ну вот мы вышли, кстати, к тому месту, где
я вам показывала карту старого города. Вот она. Тут играет дударь. Смотрите. Супермаркет. Ну да. Раньше на этом месте был резервуар с водой в старом городе. Вот вам на русском языке. Что-то немножко не разбираю тут, что за буквы. Короче, надо посмотреть, зайти в интернете. Ресторанчик такой. Очень уютное место. Но мы уже домой, да. В следующий раз придем, тут идем пить вино. Говорят, тут очень круто, вкусно. Ну, очень атмосферно. Сейчас покажу вход. Ну что, это был город Несебр. Прогулка вечерняя. Дневную запишем вам еще. Серега идет, наслаждается. Сними дерево. Дерево с висюльками. Ну все. Прощаемся. Пока.